Всех приветствую на канале Source CPP. С вами VBA Project. Продолжаем создавать игру Змейку. Сегодня нам нужно сделать саму змейку. Итак, начнем. Переходим в папку Prefab. Создаем Prefab. MyPrefab Snake Segment. Дальше нужно перейти в компоненты, добавить компонент. Рендеринг. Sprite Renderer. Добавим стандартную текстуру бэкграунда. Изменим цвет. Поставим цвет зеленый. Вот так. Переходим в папку скрипт. Создаем C# скрипт. Назову ее MySnakeSegment. И создадим еще один C# скрипт. Назову его MyPlayer. Так, переходим в скрипт. Беру все стандартные функции. Зайду в класс SnakeSegment. Тоже здесь это сделаю. Беру все лишнее. SnakeSegment. Убираем наследование от MonoBehavior. Это нам пока не нужно. Первое, что нам нужно здесь сделать, назову MySegment. Это будет свойство. Дальше нужно публичный вектор 2. MyDirection. Это будет направление нашего сегмента. Нужно сделать конструктор. Сразу же установлю игровой объект. Дальше нужно будет инициализировать MyDirection. Изначально скорость сегмента будет равна нулю. Значит, нам нужно указать здесь. Дальше создаем функцию MyMoveSegment. Параметры нужно. Это туда, куда мы будем сдвигать его. В какое направление. Нужно передвинуть наш сегмент. Здесь нужно будет прибавить наше направление. MyDirection. Явно привести к вектор 3. Дальше переходим в MyPlayer. Здесь указываем приватный игровой объект. Назову его MyPrefabSegment. Дальше нужно сделать список наших MySnakeSegment. Создаю еще одну приватную. Назову ее MyDirectionHead. Это будет направление, куда смотрит голова. Куда нужно двигаться с голове змейки. Здесь нужно еще сделать будет свойство публичное. Так, дальше нужно будет сделать старт. Первым делом загрузить ссылку на MyPrefabSegment. Из папки MyPrefab. Как он там называет. Переходим в папку MyPrefab. И смотрим. MyPrefab SnakeSegment. Вот так вот оно называется. Здесь нужно будет указать тип. Тип будет игровой объект. Дальше надо будет указать MyDirectionHead. Укажу в правую сторону right. Чтобы наша голова змейки двигалась вправо изначально. Дальше выделю память под наш список. Дальше нужно будет сделать функцию приватную. MySnakeSegment будет возвращать. Назову ее MyAddSegment. Это будет позиция наша. В каком месте буду я его создавать. Здесь нужно будет сделать игровой объект временный. И беру ссылку из нашего префаба. MyPrefabSegment. Здесь нам будет указать позицию. Сделаю объект класса MySnakeSegment. Назову сегмент. И передаю сюда в конструктор. Мне нужно передать ссылку. И также мне нужно будет возродить из функции наш SnakeSegment. Так, надо перейти в функцию Start. Здесь мне нужно будет добавить список сегмент. Эту нашу функцию MyAddSegment. Здесь мне нужно будет указать вектор 2 позицию. Позицию указываю с нашего плеера. Беру Transform Position. И змейка у нас не может состоять изначально с одного сегмента. Я планирую сделать минимум 2 сегмента, чтобы это выглядело хоть как змейка, а не как просто точка на экране. Поэтому у нас будет змейка начинаться с 2 сегментов. Создаю еще одну. Также самое указываю позицию Transform Position. Ту же позицию будет. То есть 2 сегмента будет на одном и том же месте, пока не стоять. Так, теперь переходим сюда, создаем новую функцию. Будет называться MyUpdate. Здесь мне нужно будет обновлять той частотой, с которой будет скорость нашей змейки. Поэтому я тут буду делать через карутину из класса MyMain. Там буду вызывать вот из главного наша здесь.
вызывать эту функцию столько раз, сколько нужно в секунду. Здесь нужно будет в этой функции сделать цикл. Пробегусь по всем сегментам нашим из этого списка. И здесь нужно будет нам сдвигать каждый сегмент, чтобы они у нас сдвигались не одновременно, а вот по одной штуке-то. Здесь нужно будет вызвать функцию mySegment от индекса. Здесь сделали функцию myMoveSegment. Здесь нам нужно передать myDirectionHead. Только от myDirectionHead это будет двигаться голова. А нам нужно взять, этот цикл нужно сделать обратный с конца нашей змейки и до головы. Так, тогда здесь нужно будет myCount указать в начале, -1, пока индекс будет больше 0. И здесь нужно инкремент. Итак, я буду с конца массива ходить по всем элементам. Здесь нужно будет указать из предыдущего нашего сегмента и брать его направление. Здесь my direction, там указываем. То есть я беру последний элемент, здесь я его буду сдвигать на элемент тот, который был предыдущий, и устанавливаю ему направление. Здесь еще дальше нужно будет ниже указать, если этот индекс будет равняться последнему нулевому элементу, индекс -1 будет равняться нулю, то это будет считаться наша голова, первый элемент. Функцию перемещения MouseSegment. И тут нужно будет нам указать myDirectionHead, направление именно конкретно головы. Так, дальше переходим в myMain. Здесь нужно будет нам кэшировать наш объект. Итак, переходим в старт, за инициализация нашей сетки. Тут надо будет добавить нашего плеера, потому что он у нас нигде не висит, к классу myMain, пустышки к нашей. Игровой объект myMain. Здесь надо добавить компонент myPlayer. И здесь нам нужно будет mySnakePlayer. Сразу ссылку сделать. И указываем, сразу инициализируем mySnakePlayer transform position vector 2.0. Так, дальше нужно будет сделать еще поле. Назову ее myUpdateCaroutine. За плеером нужно будет myUpdateCaroutine, сделать старт карутина. Надо будет создать метод myUpdate. Так, Visual Studio не дает мне создать метод приватно. Сначала сделаем метод. Здесь будет IEnumerator. Пока что укажу здесь myUpdate. Тут ему укажу частота обновления будет 0.5. Тут, наверное, я сразу же назову myTimeUpdate и передам вот здесь, с какой частотой будет обновляться эта карутина. Вот так. И тут нужно будет сделать цикл. Тут пока true будет бесконечный цикл. Yield return. Ждем определенное время. Вот так. Потом уже выполняем наш код. Здесь я укажу mySnakePlayer. Передам плееру myUpdate, чтобы у нас здесь эта функция update вызывалась. Итак, сохраняем. Переходим в движок. Так, значит, тут нужно будет еще поменять иерархию myMainScript. И здесь нужно будет указать вот myTimeUpdate, то есть обновление моей змейки. Сделаю здесь 0.3. Пусть будет скорость такая. Обязательно не забываем. Итак, запускаем, смотрим. Оп, вот она змейка. Но вот она очень маленькая. Так, тут еще значит вот этот префаб, который мы создавали. Здесь нужно указать размер. Значит, по x 7, по y 7. Он должен быть такого большого размера, как и наши ячейки. Еще раз запускаем, смотрим. Вот наша змейка поползла, и она дальше уползла и никуда. Она должна, по идее, какая идея должна быть? Это она заходит за край правый,
то есть первый сегмент, и он должен появиться в левом первом сегменте. Ну, вот принцип вот такой, чтобы она как бы по кругу тут ездила везде, по всем краям. Так, дальше. Итак, переходим в скрипт. MySnakeSegment. Здесь делаем функцию. Назову ее MyCheckoutOfRange. Сделать поле vector2. Беру из объекта MySegment. Делаю оператор если position x больше main with минус 1. Беру сегмент transform position. И в общем так для остальных. Так, напишу, чтобы не утомлять побыстрее. Значит, position x меньше нуля, то тогда я делаю, змейка перешла наши границы, то она будет на том же месте, только слева. И так далее с y, все то же самое. Так, значит, нужно будет в моему сегмент вызвать эту функцию. Так, сохраняем, переходим в движок, посмотрим, что получилось. Так, идет вправо, переходим, ага, и выходим с этой стороны. Ну все, как и задумывалось. Сейчас еще проверим вверх, если она поползет. Переходим в скрипт. В MyPlayer нужно указать направление up, вверх. Голова будет двигаться вверх. Сохраняем, переходим в движок. Запустим, глянем. Так, идет вверх. Ну и так же самое. Вот. Значит, в этом уроке мы сделали саму змейку, ее движение по умолчанию. Ну, на этом уроке это все. Тем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А с вами был VBA Project. Всем до встречи в следующих видео. Всем пока.